Дорогие львы, приветствую вас на канале. Итак, сегодня у нас новый расклад с вами на август месяц. Давайте смотреть, какие события будут вас ожидать. Смотрим начало, середина и конец месяца. Итак, начало для львов. Чем будет запомниться вам этот месяц? Карта шестерка мечей. Так, начало месяца у вас, можно сказать, запомнится такими моментами, связанные с переходом во что-то лучшее, во что-то светлое, более спокойное. То есть если тяготила вас какая-то проблема, если что-то было нерешенное, если вы где-то боялись, было страшно, карта говорит про то, что ваши проблемы наконец-то заканчиваются. Вы переплываете уже на более тихий, спокойный берег. Эти волны, они уже все, они заканчиваются, уже не бушуют. Это море, этот океан, вы спокойненько переплываете куда-то дальше. Кто-то на этом пути может вам помогать. Видите, здесь вороны вот тянут, да, эту лодку. То есть может быть человек, который сможет вам помочь в определенный ваш период, сложный период в этой жизни. Или эмоционально кто-то вам поможет, или есть момент, когда с переездом, с передвижением каким-то может вам кто-то помочь. Также вы можете отправляться в какое-то путешествие, которое будет связано с морем, то есть есть момент переезда куда-то на какой-то срок. И здесь карта говорит про то, что ваши тревоги, они заканчиваются. Помните о том, что даже если что-то было сложное, наконец-то начало месяца вам транслирует, вот уже все, конец. Все ваши проблемы, они остались позади. Сейчас вам нужно думать позитивно, мыслить позитивно, и вот эта ваша как бы заложенная информация, да, в вашей голове, что вы справитесь, она вам поможет со всеми задачами. Видите, у вас такая сумка есть, то есть вот эта тягота, она как будто бы еще идет за вами. Но карты вам говорят о том, что уже сбрасываете вот этот негатив, эту нагрузку с себя, более-менее становитесь спокойными, и вы заметите, как все проблемы уходят. Вот такой момент. Все решаемо. Карта говорит вам в начале месяца, вы сможете все преодолеть. Смотрим с вами середину месяца, что ожидает вас, львы. Паж кубков. Так, паж кубков это у нас обычно карта, показывающая либо детей, либо пожилых родственников, домашних питомцев, может показывать ваших внуков или племянников. Есть момент общения, есть момент коммуникации, какого-то времяпрепровождения хорошего вместе, то есть есть момент посещения каких-либо мероприятий культурного плана или каких-то веселительных мероприятий. То есть кубки это у нас и праздник, да, и одновременно это какие-то моменты творчества и что-то такое теплое, душевное, где вы можете хорошо провести время с комфортом, с интересом. Это либо какой-то ресторан, это либо какая-то прогулка у моря, это либо какое-то, например, мероприятие, там фестиваль какой-то. И вот здесь карта показывает, что ребенок вернулся с фестиваля и принес золотую рыбку, которую он выпустил в этот стаканчик, да. То есть момент подарков, есть момент какого-то выигрыша, который будет приносить вам радость. Можете дарить кому-то что-то, можете получать что-то взамен, может быть такой обмен энергии, может быть, вот какое-то теплое такое чувство. Здесь могут быть и моменты различных встреч в плане любовного характера, да, то есть вы можете с кем-то познакомиться, ходить на свидание. Вы можете чувствовать в этот период, что кто-то вам посылает какие-то приятные комплименты в ваш адрес, да, то есть цветы может что-то дарить, может кто-то в целом оказывать вам знак внимания. Либо это даже вот такой дружеский жест, может быть, в середине месяца, но вы почувствуете, что благодаря какой-то помощи и поддержке, эмоциональной или вот действительно э, стоящей поддержки, да, которая вам была нужна в каком-то деле, это принесет вам какое-то более-менее спокойствие, удовольствие от жизни. То есть все, что вы будете делать в середине месяца, будет приносить вам удовольствие. И вот такой значимый какой-то период у вас именно связан с моментами встреч, когда вы не одни находитесь, а находитесь в кругу каких-то лиц, либо когда вы общаетесь с кем-то, но вам настолько комфортно общаться с этим человеком, что этот человек заряжает вас энергией, и с ним вам спокойно, вы можете все рассказать, то есть вы ничего не скрываете, да, то есть такой момент душевного объединения. Так, давайте смотреть. Могут быть и новые встречи, новые знакомства, тоже так может проиграться. То есть кто-то дает вам руку дружбу, протягивает, да, вот такой момент.
Подарочки судьбы тоже, как вот эта золотая рыбка, да, вот словно загадай желание, и вы, загадав желание, сможете его реализовать. То есть, может, даже подумайте в середине месяца, какое желание вы хотели, чтобы у вас сбылось, и, возможно, оно сбудется, потому что карта показывает нам момент, когда это возможно. Итак, смотрим с вами конец августа. Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов нам показывает момент быстро летящих жезлов, да, они летят со скоростью. То есть события будут проходить в конце месяца очень быстро. Резко будет в вашу жизнь врываться какая-то информация, либо какие-то люди будут резко входить в вашу жизнь. В целом вы будете сконцентрированы на чем-то таком важном в вашей жизни. И информация будет прилетать к вам очень быстро. Надо будет быстро на нее реагировать. Например, вот пришло сообщение, сразу поехали, что-то решили. Пришла какая-то посылка, поехали, ее забрали, да. Пришло какое-то сообщение по поводу вашей работы, вам нужно быстро собрать весь коллектив и что-то быстренько организовать. То есть карта восьмерка жезлов, она показывает иногда также совместную работу, когда вы вместе действуете сообща, и у вас есть определенный план, к которому вы стремитесь. И вы вот уже как бы все вместе запускаете вот эти жезлы для того, чтобы что-то у вас вместе у всех получилось. И у вас действительно это получится, потому что восьмерка жезлов – это карта быстрого продвижения. Это когда ваш рейтинг может быстро вырасти, это когда вы можете увидеть какие-то быстрые изменения в вашей жизни. То есть, словно вы даже не будете этого ожидать, а потом так резко врывется что-то в вашу жизнь, какая-то информация, какой-то человек, какая-то встреча, что-то будет в конце месяца у вас назначено. И это все поможет и вашему развитию, и каким-то вашим личным отношениям. То есть помните, что какая-то информация требует от вас резкого решения в конце месяца. Вы можете также отправиться в какую-то деловую поездку. То есть в целом карта показывает момент какого-то даже, можно сказать, вашего озарения, когда вы поймете, что ваши какие-то действия, они наконец-то замечены. Вы наконец-то можете направить свою энергию в какое-то нужное русло и получать от этого какие-то блага и подарки жизни. Поэтому пробуйте в конце месяца делать что-то, пробуйте, ставьте перед собой цели, и вы сами заметите, что эта цель не будет требовать от вас какого-то долгого ожидания и труда. Как это все у вас будет легче складываться под конец месяца, и у вас обязательно все получится. Так, давайте с вами смотреть на колоде «Романтика. Любовь», вам подсказку в целом на этот месяц, что еще карта вам подскажет в отношениях. Так, у вас выпадает карта, она называется «Укрытие, убежище». Значит, здесь сказано, найдите время, чтобы побыть со своим человеком, создайте ваше личное особенное убежище, скрытое место какое-то для уединения. То есть карта вам говорит о том, чтобы вы организовали, да, что-то для того, чтобы, объединиться с каким-то человеком. И когда вы будете наедине, вы сможете этому человеку больше открыться, и это вас, как бы, так скажем, сплотит, да. Может, вас сплотит какая-то поездка, какая-то встреча или вот какой-то переход ваш куда-то дальше, но вы сможете понять, что вам необходимо вот момент этой встречи, момент уединения, когда вы сможете спокойно все обсудить и поговорить. И давайте на колоде «Духовное древо» еще тоже посмотрим для вас одну подсказку на август, что ожидает львов. Смотрим. Карта называется «Наука». Позвольте любви быть вашим учителем в мире взаимных открытий. То есть вы можете на какой-то встрече, на какой-то конференции, да, участвовать вместе с кем-то. Вы можете, позвольте любви быть вашим учителем, да. То есть вы можете вместе где-то путешествовать, открывать для себя какие-то новые места. Как я говорила, вот у вас есть тут поездка, в начале месяца поездка. То есть проводить вместе с кем-то время и что-то новое для себя открывать, для того, чтобы ваша жизнь, она обретала какие-то новые краски. Это будет приносить вам радость, это будет вам интересно, и вы сможете, благодаря какой-то вот информации, да, открывать для себя, то, что вам раньше было закрытым. Вот такой момент. Подумайте еще сами, как эта карта может, с вами, так скажем, настраиваться, да, что эта карта может для вас значить. В каком плане вы взаимодействуете с определенным человеком, чтобы этот человек стал для вас напарником, да, вот в мире открытий, какой-то информации, какой-то науки.
или в каком-то рабочем моменте. Что это для вас значит открыть новое в ваших взаимоотношениях? Вот такой расклад был для тех, кто родился под знаком зодиака Лев. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Мне будет очень приятно видеть вас снова на моем канале. Ставьте лайки для взаимообмена. Мне будет очень приятно получить от вас лайк и поддержку моего канала. Всем желаю хорошего настроения. До встречи. Увидимся в новом месяце. Не забывайте подписываться. Всем пока-пока.